У меня всегда была мечта денег заработать. А здесь это настолько проблематично. Все, что связано с франчайзингом, большой геморрой. То сложно думать о высоком, когда жрать нечего. Что-то употреблял? Воспитанием детей заниматься бесполезно. Вот это, четко. Именно так. Именно так. Друзья, всем привет. Я Юрий Белонощенко. И вы находитесь на моем YouTube-канале Белонощенко. Со мной сегодня соведущий Олег Ленков, партнер бэби-клуба на Кутузовском проспекте Матвеевский. И сегодня я пригласил Сергея Дегтярева, бывший сооснователь компании SunSchool. Человек, который очень-очень много сделал всего про франчайзинг в разных компаниях, которым он помогал и чем он занимается сейчас. Как раз сегодня я хочу, Сереж, спросить, чем ты занимаешься сейчас. Друзья, всем доброго дня, всем отличнейшего дня. Сейчас я занимаюсь развитием франчайзинговых сетей. У меня холдинговая компания French Global. Мы занимаемся развитием собственных сетей в партнерстве с основателями других компаний, занимаемся образовательной деятельностью. Есть форум по франчайзингу большой, курс по франчайзингу 3-месячный, консалтинговой деятельностью, упаковкой, продажами франшиз. То есть все, что связано с франчайзингом, всем этим мы занимаемся. Почему ты продал SunSchool? У меня всегда была мечта сделать международную компанию, международный бизнес. Когда мы решили SunSchool выходить на международный рынок, посмотрев внимательно на рынок Европы, на рынок США, мы поняли, что здесь это настолько проблематично. А в некоторых странах это, в принципе, невозможно. Поэтому я понял, что нужно двигаться куда-то дальше. Это во-первых. Во-вторых, мне тогда было 24, наверное, или 26, не помню уже. И у меня не было даже своих детей. То есть это был, наверное, не тот бизнес, который я видел, не тот бизнес, в котором я видел себя на протяжении следующих десятилетий. Поэтому. Сережа, расскажи про то, как ты к этому пришел, к открытию вообще SunSchool, дошкольное образование, потому что если сейчас, например, просто кто-то возьмет и в Яндексе вобьет имя, фамилию, они увидят перед собой такого успешного предпринимателя, который прошел интересный путь, по сути, ролевую модель. Интересно, ты упомянул о том, что у тебя не было тогда детей, ты был достаточно молодым. Что тобой двигало? Может быть, был какой-то бизнес или какой-то опыт до этого? Как вообще это произошло? Расскажи поподробнее, потому что об этом нигде не написано. Вопрос отличный. Я, на самом деле, я занимался ивентами. То есть, мой первый опыт в бизнесе – это организация мероприятий. В основном развлекательных мероприятий. А детские сады – это была достаточно очевидная такая бизнес, наверное, идея. Потому что все мы помним те годы, в которых были безумные проблемы с местами в детских садах, в частных. Они и сейчас есть. Только сейчас в Москве детей до 3 лет в садики не берут. И вроде как очередей теперь нету. Хотя садов стало действительно больше. Тогда эта проблема была, ее масштаб был катастрофический, стройка развивалась очень быстро и в Москве, и в Подмосковье, в ближайшем, в Новой Москве. А с детскими садами, собственно, были большие проблемы. Поэтому я пришел в этот бизнес не исходя из, например, продукта, как вы пришли в бэйби-клуб, а я исходил из ниши, из сферы бизнеса, в которой есть спрос сейчас, есть большой спрос. То есть, изначально главная задача – это был финансовый успех. Главная задача была денег заработать. Я только университет закончил. Я же говорю, мне на тот момент было 23 года. Я только закончил химфак МГУ. У меня стоял вопрос, в принципе, чем заниматься дальше, где развиваться. Я понимал, что химиком я не буду. Потому что у меня, с одной стороны, был красный диплом химфак МГУ, с другой стороны, я понимал, что мозг устроен несколько иначе. Для того, чтобы стать успешным ученым, топовым ученым, нужно как-то по-другому соображать. А в связи с этим вопрос. По сути, когда ты встал на пути дошкольного образования и начал делать первые шаги, не приходило ли тебе в голову такая мысль, что очень много людей в нашей стране, они работают не по призванию. Ты сейчас сам сказал про историю с химией, с химиком. И как раз
существует такая возможность, может быть, видоизменить образовательный процесс, начав в том числе с дошкольного образования, для того, чтобы немножечко, скажем так, увеличить процент людей, которые по итогам этого образовательного процесса приходят в призвание и просто занимают свое место в этой жизни. Знаешь, я бы про призвание вообще очень много всего, где сказано. Да, есть отдельные курсы, предназначения там, и так далее. И это хорошо. То есть я ни в коем случае не против искать свое призвание. Да, но призвание обычно находится тогда, когда ты занимаешься делом, которое у тебя получается. Да? То есть сложно сказать на старте, станет ли человек там, хорошим юристом или хорошим врачом. Это просто путь его жизни, который постепенно меняется. Да? То есть есть, конечно, разные профессии. Есть там профессия предприниматель. Это тоже профессия. Точно так же, как стать хорошим там, спортсменом, топовым там, олимпийским чемпионом тяжело. Да? То есть есть только маленький процент людей, которые к этому предрасположены. То же самое с предпринимателем. Вот. С точки зрения призвания, мне кажется, это та область, которую обязательно нужно исследовать и нужно двигаться. У человека есть изначально заложенные определенные психотипы в голове. Да? Baby Club развивает идею системно-векторной психологии. Да? То есть есть разные подходы к типированию людей, но так или иначе, то есть там что-то общее. Да? Это устройство нервной системы. Да? Оно у менеджера по продажам одно, у бухгалтера совершенно другое. Если их местами поменять на работе, то бухгалтер будет плохо продавать, откровенно, а менеджера, если мы пару дней посадим за бухгалтерию, то потом можно его найти вообще на гордине повешенном. Вот, он вряд ли выживет в этой ситуации. Да? Вот, поэтому я бы тут говорил, знаешь, не про какое-то там призвание, да, потому что призвание, оно скорее, его можно найти все-таки уже имея определенный опыт в разных видах деятельности. Вот. А просто о предрасположенности к той или иной деятельности или непредрасположенности к ней. И на самом деле не так уж много людей работает не про призвание, я тебе скажу. Потому что мы при приеме на работу, мы людей типируем. Мы людей типируем всегда. И что хочу сказать, что... Это было изначально или и в Сансколе, или сейчас это связано с новым бизнесом? Это связано с новым бизнесом. С 2015 года мы начали этим заниматься. И что я хочу сказать, что большинство людей, оно работает, их психотипы совпадают с той должностью, которую они занимают. Большинство. А с руководителями сложнее. У руководителей это бывает гораздо реже. Да? Но это вот, собственно, та проблема, которая есть. Да? То есть из руководителей у нас чаще хорошие актеры, шоумены, да, но не менеджеры. Понимаю прекрасно. Хорошо, интересная мысль, спасибо. Скажи, пожалуйста, после того, как ты продал, какие эмоции были? Как ты воспринимаешь вот свой вот этот продукт итоговый? Остался доволен? Может быть, что-то удалось, что-то не удалось? И что было дальше? Продавать бизнес вообще страшно, друзья. Если вы... Особенно, когда он большой и прибыльный. Да? То есть, когда это не какой-то большой геморрой, а когда это действительно большой бизнес, приносящий деньги, развивающийся с классной командой. Страшно по нескольким причинам. Первое – это вопрос... жалко, потому что ты вкладывал годы жизни в развитие бизнеса, в команду. В какой-то момент ты подписываешь договор, и все это уже как бы не твое. Ты к этому не имеешь отношения. Первое. Второе. Это статус определенный. То есть статус, род занятий. Да? Ты был там управляющим партнером крупнейшей сети, а потом ты договор подписал, и ты безработный на следующий день. Да, это тоже такой очень интересный момент. А третье и самое страшное – это такая мысль, что а вдруг это была случайность? Вдруг это была случайность, повезло, рынок так сложился, звезды так сложились, сотрудники хорошие попались, да, вдруг, и больше так не получится. Но, и действительно, это было очень страшно. Но прошло несколько лет, и оказалось, что в других нишах у меня получилось в целом тоже сделать крупные компании, лидеры в своих рынках, и это не случайность была. Это с точки зрения того, что чувствуешь. Как ты оцениваешь результат
как продукт? Как продукт, тут скорее, знаешь, не мне оценивать надо, да, а потребителям. Как продукт с точки зрения детских садов, это точно продукт был в рынке выше среднего. Наверное, мы не были методологами, мы не были крутыми методологами, поэтому я не могу сказать, не могу сказать, что на тот момент это была там лучшая в рынке система развития детей. Да? Но эта система развития детей, она была основана на наших принципах, на том, что мы видели, да, что важно развивать в детях, во-первых, во-вторых, что важно родителям. Потому что можно, конечно, пытаться непоправимую пользу приносить детям, но все-таки там твой клиент – это родитель. Да, и тебе, и тот человек, который к тебе приходит и который платит, да, то есть, соответственно, не то, что даже платят, да, кто является конечным твоим клиентом, а добросовестно и экологично делать то, что ему нужно, да, а не то, что, как тебе кажется, нужно родителю. У нас вообще популярная очень точка зрения, что все вокруг знают, как надо жить. Да? То есть, кто должен там, как должны расти дети, как должен расти там конкретно там, мой ребенок, кто должен, значит, управлять городом, страной и так далее. Вот, как должна выглядеть система в стране, как мне будет лучше. Да? Вот. То есть, есть люди, которые действительно, у них небольшой перекос, и они берут на себя слишком много ответственности. Вот. Поэтому здесь мы исследовали то, что нужно родителям, то, для чего родители приводят детей в детский сад, и старались максимально круто выполнять свои обязанности и давать им эти услуги. Как же я тебя понимаю? А что важно, как вот ты видишь, что важно родителям, которые приводят детей в детский сад? Зачем они за что они деньги платят? Прежде всего, они платят за то, чтобы чувствовали безопасность, чтобы они понимали, что тот человек, который проводит время с их детьми, он... как минимум, достоин этого. И, наверное, какие-то общие условия, помещения, как оно устроено. То есть, вот что-то вот это. У нас, в общем, поскольку тоже есть разные программы, да, есть... Тогда уже была очень крутая программа развития детей бэби-клуба, именно в формате клубов, не садов. У нас возникла мысль, что нам надо развивать методику. То есть, нам надо прям круто этим заниматься. Мы посадили целый методический отдел. Мы пилили эту методику где-то год или полтора. Но потом поняли, что мы бежим не в ту сторону. Да? Потому что, да, методика – это важно. Методика – это определенный УТП, уникальное торговое предложение. Но родителям важно что? Да? Первое, да, чтобы ребенок, он пришел в детский сад, ты правильно сказал, безопасность, да? Но им важна сохранность. Вот если очень прям так бессовестно сказать, да, родителям важно, что ребенок, какой пришел в детский сад, такой же он и вышел. С теми же самыми техническими характеристиками, желательно. Да? Не грязный, не разбитый, чтобы у него нормально все было с его психическим состоянием. Это первое. Да? То есть, второе, родителю важно, чтобы ребенку нравилось ходить в детский сад, да, поскольку все-таки подавляющее большинство родителей отдают детские сады, в том числе в частные, не для конкретно какого-то развития, да, а именно для времяпрепровождения, для социализации. И важно, чтобы ребенку нравилось ходить в детский сад. В принципе, все. Если ты выполняешь две эти вещи, клиенты будут ходить в детский сад, они будут довольны. Когда ты видишь довольного своего ребенка, все остальное, оно уже не так важно. Да, если с ним все хорошо, он в безопасности, он здоров, и он кайфует, он хочет с радостью идти в садик, все здорово, это будет клиент, который с тобой надолго. С точки зрения развития, да, это уже следующая ступень. Это важно... То есть, об этом все говорят родители, в том числе в детские сады отдающие все об этом говорят. Но на самом деле, как оказалось, это важно не такому большому количеству людей. Потому что, и когда мы, в том числе, на самом деле, прогресс замеряем детей, так или иначе, да, в детских садах, в детских клубах, в целом, ребенок – это такое, то есть, создание, да, который он в любом случае будет развиваться. Если ты его не посадишь в чулан, он все равно будет, так или иначе, не будут появляться новые навыки, да, то есть в социуме находится и так далее. Поэтому это, безусловно, важно, но не ключевое именно для большинства клиентов. Ты знаешь, слушая тебя, сейчас вспоминал свой опыт, потому что я изначально открывал бэби-клуб в формате клуба, да, и мини-сада, ГКП, по сути. А потом
под натиском родителей я открыл детский сад. Причем самое интересное, что это все находится, по сути, в одном большом помещении. Просто сначала было 180 метров, потом стало 650 метров. И несмотря на то, что в клубе, в детском, дети проводят меньше времени, требовательность родителей гораздо больше. И я всегда поражался, что открываются какие-то детские сады разные, и не все заполняются. Потому что, по сути, вот то, о чем ты сказал, что родителю важны вот эти два фактора, они решающие. И дальше это уже... ты можешь это развивать, можешь не развивать, но если вот эти первые два фактора работают, то с точки зрения бизнеса сама история работает. Как складывалась твоя жизнь? Дальше это было... Хотелось ли отдохнуть? Отдохнуть? На самом деле, знаешь, я после продажи какое-то время еще сопровождал компанию, да, для того, чтобы передать дела все качественно и грамотно. Тем более, что тогда рынок франчайзинга он столкнулся с серьезным кризисом. То есть, если во время продажи компания она была прибыльная, очень хорошо прибыльная, да, прям вот из месяца к месяцу был рост, то после продажи как раз грянул кризис, это был 2015 год, и очень сильно обвалился рынок. Да, вот. И в этой ситуации пришлось какое-то время, там, практически полгода, заниматься передачей дел и поддержкой компании. Поэтому, то есть, собственно, времени на отдых как такового не было. Потом я познакомился с ребятами, которые придумали такой очень интересный проект «Море желаний». В Москве многие его видели, в регионах тоже. Уже на тот момент у ребят было 13 точек собственных в Москве, было 2 первые проданные франшизы. И, собственно, была задача, мысль, такая мечта сделать этот проект глобальным, международным. Мы, собственно, объединили свои усилия, создали отдельную франчайзинговую компанию. Да, то есть, была там собственная сеть, было производство. Расскажи поподробнее про продукт, что из себя представляет. Продукт – это детские развлекательные аквариумы. В торговых центрах? Да, в торговых центрах. Я видел такие. Да, где можно за 100 рублей понаблюдать за кормлением рыб. Это... То есть, действительно огромный аквариум, в котором там больше 50 рыб находится. Очень красивая очень красивая история. Насколько я понимаю, это было еще совместно с Фондом дикой природы. Да, с ВВФ России. Это ВВФ – крупнейшая природоохранная организация в мире. Часть средств, часть выручки, она передавалась в ВВФ на поддержку природы. Вот. И мы сделали отдельную франчайзинговую компанию, и этот проект тоже за 1,5 года очень сильно масштабировали в 56 городов и в 5 стран. То есть, это кроме России и СНГ, это была еще Англия, Польша, США. А в этой истории тебе тоже был интересен бизнес? Непосредственно. Смотри, бизнес, он интересен в первую очередь. Да? С точки зрения продукта конечного, я так скажу, да, я никогда не буду заниматься такими вещами, которые... то есть, есть вещи, которыми я не буду заниматься по разным причинам. Да? Это там алкоголь, это понятно. Кальян, мне недавно тоже говорили, там сеть кальянок прекрасная. Я говорю, я не то чтобы там, глобально осуждаю, да, то есть, есть люди, они это потребляют, но просто это не мое. Я этим не буду заниматься, там, я не пью сам не курю. А где, кстати, вот та грань между кальян, алкоголь? То есть, ты как-то вот для себя какую-то черту проводишь? Смотри, мне в целом, я так скажу, да, я не какой-то убежденный зожник. Опять же, я не из тех людей, которые считают правильным или неправильным, как надо жить. Вот. То есть, не экстремал, так скажу. Вот. Точнее, не экстремист. С точки зрения алкоголя и там, кальянов, сигарет и так далее, то есть, это есть, это будет. Дай бог, что то есть, государство продолжит курс на снижение употребления алкоголя. И как бы, это не табак, это никотин. Да? То есть, табака там нет давно уже, очень давно нигде. Но компании, которые этим занимаются, они так или иначе все равно этим будут заниматься, пока это не запретят. А это не запретят, потому что это нельзя запрещать. Это наркотики, на которых сидят огромное количество населения. Вот, и это просто невозможно их запретить. И мало того, государство получает огромные деньги. Просто невероятные деньги на табак-курение. Я недавно посчитал. Да, акциза. Что-то, по-моему, там около 100 рублей. Да, 80-100, неважно. Давайте там возьмем для круглого счета 100 рублей акциза государство получает с пачки сигарет. Там больше 10 миллиардов долларов в год. 10 миллиардов долларов – это не маленькая сумма, от которой просто так не откажешься. Поэтому есть там целый ряд причин, почему это не запретят. Вопрос, может быть, и не надо.
Понимаешь? Запрещает. Всегда же... Как люди будут отдыхать, да? Потому что здесь тоже у нас очень много людей постоянно напряжены. Тот же алкоголь, те же кальяны. Я тоже не являюсь таким активным сторонником или противником, но просто я размышляю. Если бы не было кальянов и алкоголя, что бы люди делали? Знаешь, у меня есть такая штука. Я один раз еду по Кутузовскому проспекту. Я это нормально так разогнался, не сильно выше, не сильно скорость превысил, но немножко превысил. Меня останавливает товарищ милиционер и говорит, документы, все проверил, все нормально. Он на меня смотрит, говорит, пьяный? Я говорю, нет. Он говорит, что ты употреблял? Я говорю, слушай, брат, я даже не курю. Он говорит, а как ты отдыхаешь? Я говорю, смотри, вечером там, не знаю, сериальчики смотрю, например, когда... Странный ты. И отдает мне права. Я молча закрываю окно, трогаюсь с места и начинаю задумываться. А ведь на самом деле я, наверное, странный. Про «Море желаний» этот проект развивается или нет? Как он сейчас? Этот проект, смотри, то есть я из этого проекта тоже вышел, продал долю партнеру, потому что мы заняли большую часть локаций, которые, в принципе, в России существовали. Мы же ограничены были количеством торговых центров с необходимой проходимостью. Да, то есть там, когда уже мы начали открывать точки, начали видеть, что у них выручка недостаточно хорошая, да, мы просто прекратили тогда продажу франшиз. Ты продал долю и пошел заниматься уже другими какими-то проектами. Я сначала начал заниматься другими проектами, потом продал долю. То есть это была... Следующий проект была ивент-компания. Да, она и до сих пор есть, и успешно функционирует и существует. Познакомился тогда со своим партнером Стасом Рублевым. И за 1,5 года мы тоже из 30 точек сделали крупнейшую ивент-компанию в России. Больше 50 тысяч мероприятий она проводит в год. Оборот сети сейчас уже в этом году, я думаю, больше 2 миллиардов будет. Там есть несколько брендов. Там есть брендов несколько. Форт Боярд, Джуманджи, Зов джунглей. Новые бренды еще развиваются. Расскажи немножко поподробнее. Джуманджи, Зов джунглей. Что это из себя представляет? Это стационарные площадки от 300 квадратных метров. Там заводятся, то есть они декорируются определенным образом, туда заводится оборудование габаритное и проходят мероприятия в формате квест-шоу. Это как раз формат, который мой партнер придумал, Стас. Значит, 2 команды, если брать Форт Боярд, да, то 2 команды, они борются за золото форта, проходят испытания. Там в форте 10-11 испытаний в зависимости от локации. То есть это то, что мы видели раньше по телеканалам про Форт Боярд. И да, это крайне похоже на то, что мы видели на телеканалах. А Зов джунглей и Джуманджи плюс-минус по этой же схеме работают? Там, то есть похожий формат. Да, то есть там в Зов джунглей уже есть команда хищников, команда травоядных. Да, у них тоже есть определенные испытания, которые не проходят, соревнуются на время. Это такая игра 1,5 часа, и потом еще час, потом перерыв небольшой, либо банкет, либо фуршет, и завершающая часть. Такое мероприятие под ключ. От 6 до 100 человек. Сереж, а вот вопрос к тебе. Когда у тебя дети появились? Ты когда начинал, ты говоришь, даже не было детей. Да. Дети у меня в 2015 году появились. Интересное, конечно, ощущение. Жизнь меняется. Друзья, у кого еще нет детей, вам это предстоит. Я вам завидую. А потом 2-й ребенок появился. Скоро 3-й будет. То есть сейчас уже 2. Уже 2, да. и третий в процессе. Да, тебя тоже догоню когда-нибудь. За мной, да. А в связи с этим интересно, как поменялась жизнь до-после? Что тебя мотивирует? Мотивация просто деятельности. Когда ты что-то делаешь, потому что тебе это нравится, потому что ты кайфуешь, ты понимаешь смысл. Да, то есть я занимаюсь развитием франчайзинговых сетей, я в этом вижу очень большой смысл. Потому что если я во франчайзинг, когда заходил, там задача была просто денег заработать, то сейчас я понимаю, что франшиза – это очень мощный инструмент для открытия бизнеса человеком. Есть огромное количество инфобизнесов, да, хорошие, плохие, которые помогают так или иначе бизнес открывать. Но франшиза, она еще и дает продукт, и дает систему именно под продажу, развитие этого продукта. Соответственно, франшиза – это инструмент, когда человеку, не имеющему какого-то своего продукта, да, у него есть возможность стать владельцем бизнеса. Гораздо проще. Да? Соответственно, когда человек покупает эту франшизу, у него жизнь категорически меняется. Он в доходе растет. У него
у него окружение меняется моментально, да, потому что он попадает в сеть франчайзинговую. Вот, у него... растет социальный статус. Да, социальный статус растет, он становится свободнее в каком-то смысле, да, потому что начинает уже работать на себя. Вот, поэтому его жизнь очень сильно меняется. И когда мы продаем франшизу, мы помогаем, то есть мы не просто товар или услугу продаем, как в любых других бизнесах, друзья. Мы продаем людям новую жизнь. И когда мы делаем крутой, качественный франчайзинговый продукт, мы, то есть, соответственно, можем большому количеству людей помогать. А вот я занимаюсь развитием франчайзинговых сетей, соответственно, это на еще большем масштабе. Да, то есть, когда мы помогаем увеличить продажи франшизы, когда мы помогаем увеличить выручку франчайзи, то есть, это такое очень большое, мощное влияние на большое количество людей. 5% примерно людей являются предпринимателями по своей натуре, то, вовлекая человека, который не относится к этим 5%, в какую-то франшизную историю, каковы шансы на успех? Потому что, насколько я понимаю, да, я сам франчайзи, да, действующий, я понимаю, что, условно говоря, бизнесом за тебя никто заниматься не будет. И как бы ты ни прописал все процессы, то по ходу жизни многое меняется, потому что у нас очень быстро видоизменяющийся мир, и, соответственно, надо подстраиваться под него. Франчайзинговая компания, тем более, если она крупная, большая, она просто неповоротлива, она не успевает. Соответственно, зачастую вот эти 5%, которые там есть, людей, они должны что-то делать, франчайзинговая компания, видимо, должна как-то прислуживаться, но что будет с остальными вот этими людьми? Смотри, и на самом деле предприниматели тоже покупают франшизы, потому что, люди, прошедшие уже путь, здесь я понимаю, конечно, понявшие объем трудностей, с которыми ты столкнешься, открывая новый бизнес. То есть у нас там на проектах бывает там до 75% покупают бизнес уже действующие предприниматели. А что будет, если брать не предпринимателей? Тут вопрос, что такое франшиза, что мы передаем? Мы передаем продукт и метод его производства. Мы продаем человеку систему, алгоритм, то есть методологию продаж этого продукта, маркетинг и продажи, и управление, да, всем этим бизнесом. Вот, соответственно, если человек запускает бизнес с нуля свой, он должен все это сам придумать. Пройти этот путь, совершить все ошибки, и ему еще должно хватить денег, пока он не выйдет в плюс. Да, вот почему большинство бизнесов закрываются, подавляющее большинство. Как раз потому, что просто не хватает денег, пока ты всему этому обучаешься. Я очень часто говорю о том, что сложно думать о высоком, когда жрать нечего. Именно так. Вот, поэтому, когда мы продаем франшизу, мы, собственно, человеку все это передаем, мы его обучаем, и он просто должен это сделать. Да, есть большое количество франшиз, где этого недостаточно, где ты должен сам, большинство франшиз, я бы сказал, так работают, да, когда ты должен сам придумывать и изобретать методы определенные, потому что они не работают, либо они в принципе не работают, то есть у компании нету готовой методологии продаж, модели продаж, либо, соответственно, либо они вообще не работают, либо они не работают конкретно в этом городе, да, и поэтому надо изобретать что-то самостоятельно. Вот. Безусловно, покупка франшиз, друзья, она не освобождает от обязанности заниматься своим бизнесом, да, от обязанности быть предпринимателем, то есть предпринимать что-то новое. Но во франшизе просто очень много всего уже готово. Сереж, вот смотри, когда мы смотрим разные РБК, Forbes и так далее, когда награждают лучших франчайзи года, 50 лучших франшиз, 100 лучших франшиз. Вот ты можешь сказать какие-то франшизы, которые тебе нравятся, какие-то 10 франшиз русских, на которые, например, есть смысл обратить внимание, или на кого ты равняешься, или хотя бы просто смотришь, наблюдаешь за ними. И выделить из них еще те, где вот эти процессы, скажем так, выведены на максимум, для того, чтобы сам франчайзи меньше думал своей головой, условно говоря, выполнял конкретные алгоритмы. Наши франшизы, они в топе. Назови их. Безусловно. Франшиза Рублев Family, я бы сказал, что это прям одна из топовых франшиз в России, в принципе. Почему? Да, потому что там у меня получилось реализовать все, что не получалось в предыдущих бизнесах. То я либо не успевал, либо мне не получалось. Здесь мне уже получилось это сделать. Вот, то есть партнер мало того, что получает готовую модель, мы привозим оборудование, он получает от нас маркетинг, то есть мы полностью закрываем вопрос лидгена и получения им заявок. Он проходит обучение по продажам в нашей онлайн-школе с аттестациями, и все его менеджеры проходят обучение в онлайн-школе. И в целом, вот там, чтобы не получилось, надо постараться. Да, то есть нужно просто откровенно быть лентяем.
Есть ли франшизы, которые делают то же самое в России? Есть, наверное. Да? Франшизы, на которые я смотрю, да, которые мне приятны, наверное... не в целом вот как франшиза, да, а по каким-то особенностям. Поэтому мне здесь нравятся некоторые компании, исходя из их ценностей, да, например, вот Baby Club с точки зрения в целом ценностей сообщества, да, которые заложены в эту компанию. Это, безусловно, я постоянно привожу в пример вас. Этажи с точки зрения захвата ребятами рынка, они очень быстро выиграли Century 21. Да, это одна из крупнейших в мире франшиз по агентствам недвижимости. Международных причем, мне кажется. Да, международных. Но это, безусловно, Додо, всем известная. А в чем феномен Додо пицца? Феномен любой франшизы в энергии ее собственника. То есть именно собственник или здесь некая синергия с теми алгоритмами, которые созданы, автоматизацией процессов? Алгоритмы, безусловно, есть, и они, безусловно, дают пользу и дают плюсы. Да, вот если мы завтра возьмем любую другую пиццерию, франшиз пиццерии очень много, и поставим задачу человеку сделать Додо АЭС за год, плюс-минус, да, имея действующую уже систему, понимание по этому ТЗ, можно собрать, да, не разбирался в Додо АЭС, но я к тому, что даже достаточно непростые продукты айтишные, они собираются за год. Вот. Но не будет того же самого эффекта, что у Додо, да, то есть всегда есть определенная магия, всегда есть в центре основателя, владелец компании, который ее двигает. Ну что, мы назвали Рублев Family, Baby Club, Этажи, Додо, что еще? Слушай, да много есть франшиз, да, и дешевых, и дорогих. Я просто, знаешь, не хотел бы прям выделять какие-то компании из других. Смотри, просто я спрашиваю, когда ты делал по франчайзингу конференцию, ты приглашал каких-то франчайзи, да? Кого ты звал? То есть, франчайзеров имеешь? Франчайзеров, да. Ты приглашал франчайзеров. Да. Я звал... Смотри, у меня было важно... Да, это набор определенных тем, да, и в разных нишах взять компании, которые стали так или иначе лидерами рынка. У нас выступали основатель СДЭКа, Фитсервис, Subway, вице-президент Геннадий Кочетков, Чиу-Чиу, Ильяс Набиуллин, да, Чемпионика, да, много других брендов в разных отраслях. Да, то есть мне важно было показать людям взгляд с разных сторон, разных франшиз. Да, то есть просто мы взяли лидеров рынка, франшиз с разных рынков. Вот. Они все, безусловно, хорошие, опять же, и выделять кого-то из них. Вот. В том числе во многих из этих рынков франшизы, занимающие вторые, третьи места, они тоже хорошие. А есть даже в некоторых рынках те, кто лучше. Те, кто очень скоро догонит и перегонит лидеров. Просто кому-то 20 лет, а кому-то пока 2 или 3 года франшизе. Сереж, я слышал, что ты написал книжку, наверное, тоже про франчайзинг. Расскажи немножко. Она про уже... это. Где ее купить, когда она выйдет? Она собственно, сегодня мне пишет из издательства редактор. Да, он говорит, пришлите мне окей на обложку. Да, то есть все, мы уже все согласовали. Вот. Так что, друзья, последние штрихи. Книга в мае должна выйти. Я книгу писал с писателем. Вот. Есть люди, которые это как-то, знаешь, говорят, что это неправильно, книгу надо писать самостоятельно. Я пробовал самостоятельно писать. Я написал одну книгу. Ее, кстати, так и не издали, потому что потом когда я написал вторую, я понял, что первую я издавать не буду. Есть книга еще «Как запустить франшизу». То есть, как запустить бизнес по франшизе, как франшизу выбрать. Вот эту книгу я писал самостоятельно. В день по главе выходила. Но это была, во-первых, боль очень сильная, потому что я не писатель. Да? Как это правильно по-русски? Что-то я не писатель, я читатель. Есть какая-то, как это правильно называется? Чукча не читатель, Чукча писатель. Да, Чукча не читатель. Да, от меня вопрос, структуры, полный контента по этой структуре, а у писателя вопрос взять это и превратить в произведение, да, вот. Что-то почистить, что-то добавить, собственно, какая задача. Поэтому у нас получился действительно крутой продукт, которым я прям горжусь.
Вот. 20 этапов создания и развития франшизы. Это книга для тех, кто задумывается о создании своей франшизы, и для тех, у кого уже есть франшиза, кто хочет ее масштабировать, и для тех, кто, в принципе, кому интересен рынок франчайзинга, кто в нем работает. Вот обязательно надо прочитать. Ты знаешь, я думаю, если вот я, например, буду читать, я думаю, что я буду читать не только для тех, как масштабировать, а для тех, что изменить и улучшить свою же собственную франшизу. Потому что в том числе, мы тоже иногда как-то забываем, что-то уже сделали, и нужно менять. И чем больше, чем чаще ты будешь менять, тем лучше будет улучшаться твой продукт. Безусловно. Смотри, я хотел спросить, вот когда для бизнес-молодости ты записывал курс по франчайзингу, как он назывался, и вот расскажи об этом, тоже интересная история. Назывался «Реальный франчайзинг». Делал в 2016 году, там на последнем занятии выступал про сообщество. Курс был про развитие франчайзинга. В начале 2016 года мне казалось, что я понимаю во франчайзинге. Да? Потому что тогда я уже научился продавать франшиз там, на 3-5 миллионов в месяц. У меня уже компания была там, крупнейшая в своей нише, может быть, не такая как бы грандиозная, как многие другие, вот, но тем не менее. И у меня сложилось ощущение, что я понимаю франчайзинге. И я тебе больше того скажу, когда общались же со спикерами, так глубоко достаточно по контенту, и с тобой, и с Subway, и там, с другими компаниями крупными, с Кравцовым, с Экспедицией, я понял, что мы во франчайзинге очень много чего нового сделали. Да, очень много чего нового внедрили, чего до этого не было в рынке франчайзинга, с одной стороны. Да? Но с другой стороны, сейчас, там, уже спустя 5 лет, мы франшиз уже умеем продавать там, не на миллион, а на десятки миллионов в месяц. Да, а франчайзи зарабатывают там, условно там, не 50%, а зарабатывают там, 80% в проектах, 80-90% даже иногда. Вот, индекс удовлетворенности совершенно другой. Вот, я понимаю, конечно, что, во-первых, тот курс, прошло 5 лет, он уже устарел морально сильно. Да, и поэтому я вот решил запустить новую программу сейчас в другом формате совершенно, в формате мастер-майндов, и там не полуторамесячную, а 3-месячную, для того, чтобы уже там люди доходили до результата в рамках программы, а не после программы. Вот смотри, про детей. Сколько возраст детей, и они сейчас где-то учатся, куда-то чем-то они занимаются, расскажи. Одному 5,5. Второму 3 скоро будет. И они занимаются много чем. Старший у меня... Это касательно развития детей. Сейчас они ходят в государственный сад. У меня 50 метров до дверей, до ворот детского сада. Неплохой очень. Да, но с точки зрения развития детей, то есть я абсолютно никак не рассчитываю, что там оно какое-то будет. Да? Он скорее туда ходит для социализации, для того, чтобы быть в группе детей. Там очень классная группа, замечательный педсостав. Но с точки зрения развития он занимается отдельно с преподавателем по, собственно, всем темам развития 5-летнего возраста ребенка. Он занимается музыкой. В карантин начал заниматься фортепиано. Начал играть. Ребята по Zoom. Это прекрасно работает. По скайпу там как. Он реально научился играть. Причем он играет сам, садясь за пианино, по несколько раз в день он садится и что-то начинает играть. В смысле, научился играть на пианино по Zoom? На пианино по Zoom. 5-летний ребенок, да. Это раз. Потом он ходит на футбол. Он с 2 лет пинает мяч. И у него реально получается классно. И он ходит в бассейн. Он ходит на карате. Крепкие очень физически развитые для своего возраста. Очень классно, когда у вас несколько детей, вы сравниваете, что происходит, в чем разница. Да? Когда младший в 2 года, он еще учился ходить более-менее нормально, то мне жена присылает видео старшего, как он в 2 года уже играет в футбол с тренером. Это, конечно, очень большая разница. А младший сейчас? Между ними. Младший пока ходит только в бассейн и на гимнастику. Да, то есть ему сейчас 3, получается, в бассейн на гимнастику и в группу кратковременного пребывания. Он с мамой тогда или как? Или вас няня? Нет, он в группе кратковременного пребывания в саду. Он с няней в том числе. Он, собственно, бассейн. А жена тогда чем занимается? Жена детьми занимается, собой занимается, да. Не, на самом деле, мама это...
Работа мамы – это мама на фултайме, на самом деле. Потому что для того, чтобы собрать вот все, о чем я говорил, да, чем занимается, например, старший, да, и ты это прекрасно понимаешь, да, для того, чтобы собрать коллектив этих тренеров, воспитателей, чтобы он подходил, да, чтобы ребенку это нравилось, поддерживать мотивацию ребенка, пока он всем этим занимается. Для этого нужны очень серьезные усилия, да, чтобы это все контролировать и корректировать. Как часто проводишь время с семьей? Потому что я так понимаю, что ты очень структурный, очень такой масштабный человек, и на работу уходит достаточно много времени. Вот как вообще все это уживается? Ну, смотри, я стараюсь несколько раз в неделю вечера проводить с семьей. Обязательно выходные. У меня один выходной, суббота с женой. Без детей, воскресенье с детьми. Либо дети где? Где трое детей? Двое. Третьего еще нет. Двое. Где двое детей? Скоро будет с няней. В субботу, соответственно, в воскресенье с няней, с бабушкой. В воскресенье, соответственно, это либо я с детьми, либо с женой с детьми. То есть у нас такой как бы семейный день. Вот. Как-то так. А как бы ты охарактеризовал вообще роль отца? Вот что должен дать отец своим детям, да, потому что у тебя очень структурное мышление, очень такой целостный подход, и обязательно твою книжку прочитаю, крайне интересно. И вот, но с точки зрения воспитания, какие у тебя мысли? С точки зрения воспитания, мне кажется, любой родитель должен заниматься воспитанием себя. Вот. Воспитанием детей заниматься бесполезно. От слова совсем. Вот. У меня, конечно, пока двое, у меня не 5, но я не знаю, Юра со мной согласится или нет, да, но в первую очередь надо заниматься воспитанием себя. И вот это то, что должен дать отец ребенку, он должен показать ему, то есть, пример того, каким надо быть. Рассказывать бесполезно. Да? То есть, это пример отношений в семье, отношений с своей женой, соответственно, там, младшими, старшими братьями. Вот, соответственно, корректировка, вот, какая-то корректировка поведения действительно. Вот. Ну и работа над собой в первую очередь. Абсолютно с тобой согласен. Полностью такого же подхода придерживаюсь. И понимаю, что просто здесь надо быть честным и с самим собой, и с членами своей семьи, с женой, и с ребенком, да, и не идти на какие-то компромиссы с совестью, потому что любая попытка свернуть с этого пути приводит неизбежно куда-то совсем не туда. Слушай, для меня вопрос максимального мировоззрения, да, то есть максимально расширенной картины мира у ребенка. Вот. Его психологического здоровья в первую очередь, да, его психологического здоровья. Вторая – это максимальное расширение его картинки. Вот, чтобы к своим 18 годам у него был большой кругозор. Вот, он мог понимать что-то, выбирать и так далее. Там многие, знаешь, задают вопрос выбора университета. Я не представляю, как ребенок в 17 лет может осознанно выбрать себе профессию. Да? Но вот, не знаю, будет интересно, посмотрим, может быть, у меня получится, да, как-то подготовить. Вот, но пока нет. Я вспоминаю себя в 17 лет. Это, у детей в этом возрасте отсутствуют еще зоны мозга, отвечающие за будущее. Они не сформировались до конца. А веришь ли ты в университет, в высшее образование? Все привыкли вот к этой последовательности: детский сад, школа, университет. Но, по сути, мне кажется, что должно что-то измениться. И это происходит прямо сейчас. Вот как ты видишь с точки зрения своих детей, с точки зрения вот нашего будущего? Я думаю, что мы уйдем от классического в итоге, да, то есть мы уйдем от классического 4, 5 или 6-летнего образования, потому что есть невероятно большое количество профессий, и надо разное время учиться разным профессиям. То есть самые популярные профессии, давайте подумаем, которые сейчас есть. Самая популярная какая? Самая популярная должность? Продавец. Менеджер по продажам. Да, друзья, сколько у нас университетов, в которых где можно научиться быть менеджером по продажам, крутым менеджером по продажам? Где можно научиться быть руководителем отдела продаж? Где можно научиться быть коммерческим директором? А это самые высокооплачиваемые сейчас профессии, где можно зарабатывать действительно много денег. Больше даже, чем занимаясь собственным микробизнесом, малым бизнесом. Вот. Поэтому оно так или иначе придет, да, к этому. Просто появится большое количество обучения и
они и сейчас есть. Да, то есть огромное количество разного образовательного контента. Просто пока это не структурировано, все размыто, оно потихоньку структурируется и будет все нормально. Касательно классического образования, я не сторонник, знаешь, того, чтобы говорить, что это все плохо. На самом деле нет. Оно в большинстве случаев образование, точнее так, образование, оно всегда идет чуть дальше. То есть оно всегда отстает от того, что есть сейчас, ибо есть лак временной. Да? Произошли изменения, эти изменения необходимо зафиксировать, систематизировать, методологию встроить в программу, да, и так далее. Вот. Поэтому у меня образование, естественно, научное. Да? Я химик по образованию, и я могу сказать, что мне университет дал очень много. Да, когда бывают даже однокурсники, некоторые, да, которые там не работают по специальности, говорят, что тебе дал университет? Так, посмеиваясь, я говорю, мне все, честно. Да, первое, что дает университет? То есть, почему в университете учатся там не год, а 5 лет, 6 лет, да, 4-6 сейчас? Потому что он дает определенный образ мышления. Да, есть образ мышления юриста, есть образ мышления математика, образ мышления врача, они разные. То есть, там по-разному формируется то есть мозг. Вот. И на это нужно необходимо определенное время. Да, для того, чтобы некоторые профессии освоить, действительно, там, меньше, чем 4 года или 6 лет, не получится. Да. У нас, с другой стороны, есть большое количество университетов, которые, в принципе, они занимаются передержкой. Да, они занимаются передержкой выпускников школ. И это печально. Да, с одной стороны. А с другой стороны, эту же систему ты в день не сменишь. Завершая наше сегодняшнее интервью, какое-то напутствие нашим подписчикам, которое ты дашь, может быть, людям, которые задумываются о своем собственном бизнесе или задумываются о франчайзинге вообще. Что бы ты посоветовал? Я бы что посоветовал, друзья? Есть, знаете, какая... Иногда бывает ощущение, что ничего не меняется. Да, ощущение стабильности. Многие и бизнесом поэтому задумываются заниматься, да, что ничего не меняется. Не бывает такого, что ничего не меняется. Вы либо деградируете, либо развиваетесь. И я вам категорически желаю второго. Я вам категорически желаю развиваться. Чтобы развиваться, надо принимать решения. Для того, чтобы двигаться вперед. Некоторые из этих решений будут неправильными, они будут провальными, но только тогда вы сможете что-то зафиксировать, изменить и двигаться дальше. Поэтому мне недавно помощница подарила, на день рождения помощница подарила свитшот, на котором написано «решение», в скобочках, существительное. Это то, что необходимо принимать для того, чтобы стать счастливым. Вот. Поэтому, друзья, принимайте решения и будьте счастливыми. С нами был Сергей Дегтярев, основатель French Global. Олег Ленков, партнер Бэби-клуба. Партнер Бэби-клуба. Мой сообщник. Мой сообщник, да. С нами был Сергей Дегтярев, основатель French Global. Олег Ленков, мой соведущий, партнер Бэби-клуба. И Юрий Белонощенко. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите свое мнение в комментариях. И не забывайте смотреть следующие выпуски. Всем пока.